Кстати, вот обычный уличный туалет. Давай заглянем, что внутри. Давай заглянем, что внутри. My floor is third. Так, мы в Стокгольме. На улице все выглядит как Краснодар, но попрохладней. Здесь нам выделили полку, шведскую полку. Значит, здесь продукты шведов. Здесь мама с дочкой живут. Маму зовут Керстин. Что? 40? Ничего себе. Ну, блин, все равно это самый ближний вариант, который мы нашли по жилью на эти даты. Что-то надо сейчас сварганить покушать. Мы с собой тащили тушенку российскую, мы ее везде варим, потому что мы, как сказать, нищебродские туристы. Вот здесь у нас мама идет, голодная и злая. Оп, ай, ай. Кастрюля, она сказала, вот в том еще есть, вот там, в том крае, помнишь? Когда она сказала кастрюля. Что дальше? Здесь большая комната. Да. Телек здесь, я не разобрался, как включил. Это окей. Колонку. Ага. Стол. Ага. Большой, на 6 человек. Отлично. Вот мне часы нравятся. Да, здорово. Книги разные. Книги какие-то, книги, да. Книг прямо очень много, да. Здесь спальня, в которую мы не захотели идти. Ну да, она большая, такая красивая, конечно, все обставлено здоровско. Такой здесь типа дизайн сделан, стены такие приятных тонов синих, хотя не очень цвет холодный такой, как бы. Ну, с другой стороны, он успокаивающий, да? Да, Артемыч? Угу. Цвет успокаивающий. Окей, да. А здесь балкончик. Да, вообще мне балкончик очень нравится. Угу. А тут для кошки домик. Это же Юлий. Да? Похож? Да. Юлий, ты ли это? Что вы делаете? Я не съем. Котейки. Что читают в Швеции? Руська классикер. Вот так. Семья, видимо, очень любит чтение. Это интересно, у них огромная библиотека. Много всего. В Краснодаре на улице Шведской. Стокгольмский переулок. Не знаю. Это, наверное, если вас бьют или вы думаете о смерти, позвоните сюда. Мы вам поможем. Такой вот он старый Стокгольм. Прям в центре. Древний такой старый Стокгольм. Вон Каранга. Да. Тут стройка и просто в заборах есть отверстие для того, чтобы посмотреть на стройку. Да, я видел. Вот, смотри. 10 лет? Слышала? Здесь такой мультинациональный движняк. Просто все, целая куча всякого народа. Велосипеды, стройка. Здесь у нас старый город, там всякое такое. Вот там мы сейчас туда пойдем. Главное ни с кем не столкнуться. Пешеходные дорожки. Какие-то колокола где-то шумят, да. Легендарная площадь, вот эти домики старые, самые стокгольмские, рядом с академией, рядом с фонтаном. Очень много людей, интернационально все. Да? Да. Артем, да?
Тёме неинтересно. Устали мы, очень устали. Ходили в старый город. Прям что-то аж ноги гудят, да? Слышишь, как гудят? Да. Слушай. Вот как гудят ноги. Почтальоны в Швеции. Вот такой велосипед. Там почтовые сумки. Сел и поехал дальше. Крайне редко попадаются такие порченные какие-то и закрашенные, изуродованные заборы. Крайне редко. Все покрашено, все чистенько, да. Хапчики, конечно, есть. Но есть и мусорки на детских площадках. Игрушки здесь стоят космических денег. Покупайте игрушки в России, в том числе Лего. Допустим, ну, Легом, вот, допустим, такой Нерф стоит 359 шведских крон. Это нужно умножить на 8. То есть по курсу, ну да, на 8, на 7, на 8. Потому что там 7,60 сейчас за 1 крону. То есть 300 крон это получается 700, 300 крон, это 100 крон, это 700 рублей где-то, 800-800 рублей, да? Умножить на 3, это 200 и еще 50, короче, до 3 почти получается. Вот так в Стокгольме вечером играют на площадках. Просто парк. С собаками гулять нельзя, но народу явно не нравится. Такого, чтобы ты можешь зайти в край, там дверь. Как называется эта станция? Сканстол. 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 Если не туда уедем, вернемся назад. У нас здесь 24 часа кататься можно. Надо было обед с собой сюда взять. Tänk på avståndet mellan vagn och plattform när du stiger av. Да. Мы видели здесь поезда и говорили, поезда. Неста это станция получается, стейшн. Так прикольно смотреть отсюда. Ты помаши рукой и скажи Киркоров. Ага. Можно, кстати, туда еще раз сходить. А в Москве также. Какие-то задумчивые полутигры, блин. Стокгольмское метро. Такая тишина. В Питере разговаривать нельзя, когда поезд едет. Надо кричать или в ухо говорить. А здесь как в машине С-класса какого-то. Тихенько так, да? Может быть, здесь free Wi-Fi еще есть, кто знает. У тебя тоже название пишет, да? Обалдеть, как мягко ходит, да? Ну что такое по торговому центру? И заходишь в метро. Резче, все хором. Скок. Оп. Оп. И в метро. Ну да. Наверх надо выйти.
самом деле это не дети, а шведские два дизайнера, художника. Это они все придумали. Да? Да. Вот. Да. Сначала было сказано, что вы можете подумать, когда окажетесь здесь, что это выдали школьникам фломастеры, и они это все сделали. А потом написано ничего подобного. Это придумали дизайнеры. Вертолет прикольно изобразили из стекла. Видишь, там ломают статуи. Вижу, да. Папа, смотри. В деревне это как его на рок-гитаре играют. Мне кажется, ты знаешь. Какая-то печаль тут, наверное. Да, да, раньше жили символизирует. в домиках, там, да, Ага. и вот эту поставили, видишь, и типа дом вот сюда вытащили, типа пошел нахрен, сейчас Да, 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 кстати, да, да, да. Следы прям такие, как дома все повыволокли. И поставили как, это, как правительство, короче, да. Наверное, символизирует, да. Причем, слушай, идешь, и они это. Да. С разного угла по-разному смотрятся. Прикольно. За счет неровности стены. Тоннель, в котором многие музыканты снимали себе клипы. Я не помню, как он называется, его нашла Аня. Аня молодец. Вот, и мы сейчас туда придем посмотреть. Что с лицом? Это где был звук? Где-то там. Да? Не знаю. Может, это кусочки той музыки из клипа, который здесь снимали? Облегчила жизнь горожанам вырубка этого тоннеля, потому что вот так вот приходится в каждый день людям не просто подниматься и спускаться туда-сюда, а можно пройти просто и легко. Вот так вот. А по тоннелю просто прошел прямо и все. То, что вы во дворе видели, сказали, это она его убила. Это она у солдатов флаг шведский поднимает у убитого. Забирает. Сюда было ехать, метро на час у меня работает, а это до 5. Да. Какой? Ну, можно завтра еще сходить. Здесь не так далеко, наверное. Подержи чуть-чуть и будем выходить. Вот это Тёме кайфово. Вот это он прет. Ожилось прям. Круто. Папа, Глок 18. Да, я вижу Глок. Но это не Глок. Не похож. У них, видишь, другие маркировки здесь, у шведских пистолетов. Погнали, чтобы не задерживать. Вот, давайте. О, Макарыч. Макарыч? Да, пистолет Макарова, точно. Это то, что на вооружении России состояло. Лифтов. Можно посидеть на стульчике. Вот сейчас сломайте своими тяжелыми, легкими. Анимация. Оп. Сейчас тихо. Våning 0. Warning. No. Тёма, сделай магию. Опа. Вот так двери открываются, их даже трогать не надо. Там далеко написано, типа, пикник, джем. Парк. Это что-то, короче, знакомый логотип какой-то. Она не плавучая. Это пристань, да, и автобусная, кораблебусная остановка. Ты можешь здесь сесть и переплыть куда-то. И вот она отсюда ходит, эта штука. И вот так вот ты туда фигачишь. Стокгольм-Сити. Мы играли в футбол просто на газоне. И вообще намека не было. В любой газон зайди, и 99,9% что ты не наступишь в говно, потому что его там нет. Потому что есть специальные площадки для выгула собак, где они какают, и там стоят большие эти баки, куда они все это выкидывают. Вечерний Да, питерский? Угу. Только бордюры здесь более ровно стоят. Да не, их тоже там такие. Есть? Вечерний променаж.
Вот объявление, видишь? Som redan i ett par efterutställningar meddelat har Tyskland inlett fientligheterna mot Polen. Flera städer har bombarderats. Bland annat har Warszawa angripits 2 gånger från luften. Första fasen i den senaste händelseutvecklingen var att Danzig proklamerade sin anslutning till Tyskland. Чувачок один спит. Эй, братка, тебя как спится-то? Тебя. Не надо, не трогай, Артем. Не, он не Пусть спит настоящий. человек. Но он не настоящий. Да он военный, ты чё? Вот так в армии спали. Такой стол. Типа в карты играли. Замочки, всякое разное. Прово, try on. Можно надеть. Я так понимаю. Try on, надень. Сегодня последняя ночь в Стокгольме. Завтра мы уезжаем. У нас предстоит длинная дорога назад. Больше 1000 километров. Останавливаться будем в 2 местах. В Раваньеме и в какой-то деревне перед Раваньеме. Ну, только в Швеции. А если такая палка с тобой сегодня пойдет, а смотри, Вид как из метро? Не, ну фоткать можно через вот эти. Так. Типа нет, ты себя на фоне этого не можешь сфоткать. Да, вот такая высота. Играют на органе. Вот на этом органе играют. Просто аккорды какие-то тыкают. Никакой связанности нету. Гармоничные, не гармоничные. Что-то вообще непонятно играть. Может, задумка такая, конечно. Но... Кстати, вот обычный уличный туалет. Просто ты идешь такой и можешь зайти. Давай заглянем, что внутри. Давай заглянем, что внутри. Почему? Нет, он просто туалет. Вот такой вот туалет. Зашел, пописал. как открывать потом? А? Как Закрывать? открывать? Никак. Нет, открывать, но также, наверное, кнопочкой, но не стоит. Ага. Рисковать, Ну все, а то пойдем. Мы тебя потом выкупать будем. Да. А то за вход, значит, скажешь, Чисто не, не все, воняет. спасибо, до свидания. А он еще уточнил у нас, типа, мы заходим или нет. Да? Ну как-то медленно он летит, да? Ну так они же такие есть. Что он тебе должен как истребитель лететь? Какая высота. Охренеть можно. Сейчас много полетит. Я не знаю, наверное, какое-то шоу сегодня. За ВДВ. Охренеть. Бакланы сваливают. О, машет рукой. Прикольно. Они нам рукой помахали. Притормози. Шеф, притормози. А как они? У них нормально все? Нормально все? Они не в дом летят, не? Нет. Они же над тем тоже так прыгают. Так смотри, они на посадку куда-то заходят. Видишь, они всем машут. Вот там на домик есть, может, можно на домик. Я думаю, это так опасно, dangerous. Да. Сейчас второй там полетит, по-любому. Тут ему удачненько попали. Вообще. Как он резко вылетел оттуда. Вообще. Да? Мы-то его не видели. Да. Он Всем машет. как все подводная лодка такой ту-ту, да, надвинулся такой за домом. Вообще. Офигенчик. Ну, эффект вот этот, когда он из-за дома, Вообще. такой пузырь. Ощущение было, что он сейчас в дом. Да, было ощущение. Все,
Сегодняшним утром предстоит обратная дорога. Мы будем останавливаться в деревне Улан-Гор, или как-то так называется. Шведская деревушка. А затем мы поедем в Раваньеме. Это будет последняя точка перед выездом обратно в Россию. Сейчас я все еще в Стокгольме и иду забирать машину с подземного гаража. Погода сегодня здесь, конечно, теплая. Рожи у нас опухшие. Вот. В целом климат здесь приятный, более-менее мягкий, но прохладноватое лето. Зато нет духоты. Вот это СБ, то, что на углу висит, это типа теплоэнергосервиса местного. Потому что на ключах... Ой, крыса. Крысы бегают, во. Surprise, motherfucker! Так что есть здесь крысы. Что хотел рассказать? Не знаю, будет видно на видео крысу. Нет. СБ вот это тут. Это местный теплоэнергосервис. Такие вот у них офисы. Точнее, это не офис, там мусорные баки стоят. В общем, это вот и кусочек их, как сказать, ну то техническое помещение. Интересно, крысы, а детский сад рядом. Вот это детские площадки, на которых мы были. Сегодня идет игра. Швеция играет со Швейцарией. Вся страна болеет за своих. Можешь постоять, посмотреть чуть-чуть. Скола. Он сначала попытался пробить как для группы, и оно не прошло как для группы. У каждого индивидуальная персональная карточка. Да. Вот магазин суп, в который мы ходили заглядывать. Нижняк? Почему? Это рабочая станция такая, как бы, типа. Что? А, трогать не надо. Такая прикольно. Пойдем походим еще, посмотрим. Да, тут много будет станций разных, красивых. Это? Вот это. Мы сейчас поедем в военный музей. Мы нашли заброшенное здание. Вот такое вот огромное. Давно брошенное, потому что все везде заварено, закрыто, запаяно, заколочено. Там как будто бы станция метро была. Написано: извините, мы не работаем, все закрыто. И вот даже на окнах пластины наварены, чтобы не мог никто попасть через форточки. И там, где были какие-то взломы якобы, тут, кстати, стекла валяются, смотрите, видите? Тут, наверное, выбито что-то недавно. И туда непонятно, короче, что здесь случилось. Тоже дверь заваренная вся. Просто профилями. Рассказали, это здание под снос полностью. Вообще его здесь будут уничтожать. Причем мы абсолютно случайно попали на пацанов из России. И он мне по-русски рассказал, только что я уж не стал снимать. Автобусная станция. Автобусная станция бывшая, да, и все, короче, это под снос. Интересно, а в Москве есть крысы? Ну, то есть вот подземная парковка. Мы подходим сюда, вот к такой штуке. Прикладываем наш ключик. Откроются ворота. Тряска на камере меня и самого раздражает, конечно. Но как есть, так есть. Нету пока технических возможностей снимать на стабилизатор. Стабилизатор есть, но он не доделан.
Все. Готовимся к старту. Сейчас проверим маслице. Такой быстрый чек. Лампочек, шмампочек. И стартуем. 500 километров нам надо проехать. Самое сложное — выехать из Стокгольма через систему кучи тоннелей всяких. Запчасти в Швеции можно найти прямо в поле. Если у вас что-то сломалось, вы можете очень легко найти вот такой, например, мотор в сборе, поставить его и поехать дальше. Это не проблема в целом. Правда, он карбюраторный, но я думаю, ничего страшного. Непонятно, какого производителя карбюратор похож на фордовский. А что за мотор, я, честно говоря, не знаю. Да, дай мне, пожалуйста, на кресле посидеть. На кресле? На качалке, что ли? Ну, как тебе сказать? Ну, посиди.